Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. Как я вам говорил в предыдущих передачах, мною на основе варианта сказителя Манасчи Сагымбая Оразбакова написан роман в прозе на основе эпоса Манас на кыргызском языке. Вот они, эти книги. Я все эти книги провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования Кыргызской Республики. И в настоящее время все эти учебники включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного материала при изучении эпоса Манаса. Для того, чтобы школьникам было легче изучить эпос, я разработал рабочих тетрадей для 8 и 11 классов, и они также решением ученого совета Академии образования включены в школьную программу. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии эпоса Манас Семетеем. Мною закончена первая часть данного произведения, сейчас работаю над вторым томом Семетея. Для того, чтобы еще больше популяризировать эпос, я свой пятитомный роман перевел на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто желает, то может приобрести их на указанном сайте. Кроме этого, я в целях распространения эпоса выпускаю ежедневно эти видеоролики на русском и кыргызском языках, где рассказываю об эпосе и читаю отрывки из своих романов. Надо отметить, что мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это означает, что теперь каждый житель нашей планеты Земля может познакомиться с эпосом Манас и моим романом на своем родном языке или языке, наиболее доступном ему. Поэтому у меня к вам просьба: сообщите об этих наших видеороликах своим друзьям, родственникам, знакомым, близким, проживающим в зарубежных странах. И тем самым вы внесете свой вклад в дело распространения эпоса Манас. Вот это кратко все, что я хотел вам сказать по поводу своего романа. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. «Говори, — решил Жак, поглаживая седую бороду. — Богатырь Манас, — произнес Алмамбет, — Акула, оказывается, отменный скакун, который служил тебе опорой в походах и никогда не уставал, если даже ты скакал на нем с самого Алтая. — Правильно, Акула такая лошадь, — зашумели все вокруг. — Я тоже такого же мнения, — кивнул головой китаец. — Манас, ты проявил щедрость и подарил мне Акулу. Но какую бы ты лошадь сейчас не выбрал, тебе никогда не избавиться от печали об Акуле. Чтобы испытать твой характер, я молча принял его в дар. А теперь возьми его обратно. Что? — изумился Манас. Но почему?
Если я раньше был одинок, то теперь пришел в дом отца и отведал молока матушки. Широко улыбнулся Алмамбет. Ради моих родителей возвращаю тебе обратно Акулу. Вот те раз, смутился монах. Если откажешь от Акулы, на ком ты будешь тогда ездить? Отдай мне Саралу, пускай он принесет удачу мне, а Акула снова станет твоим боевым товарищем. Все присутствующие остались довольными словами Алмамбета. От всей души благословив его, они вышли на улицу. Тем из них, кто собирался участвовать в скачках, была дана команда вывести на смотрины 480 скакунов. В качестве главного приза были выставлены 500 лошадей и 1000 овец. Для первого коня был установлен приз в размере 200 лошадей и 300 овец. А последнему, 15-му скакуну, было решено дать 9 лошадей и 30 овец. Получив благословение народа, всадники начали соревнования. В ожесточенной борьбе первое место завоевала лошадь Кукутоя Маанкель. Вторым пришел Акула, третьим Малкара Мажика. 15-м прискакал Кула Кутувия, также удостоился награды. Те, кто выиграл скачки, взял свои призы. После этого все гости разошлись по домам. На следующий день после пира монах погрузился в глубокую думу. У меня появился замечательный брат, как Алмамбет, подумал он. Надо разузнать людей, найти хорошую жену для него. Необходимо сосватать Алмамбету умную, хорошую, знатную девушку, чтобы он не ходил бабулем. Осуществляя свое намерение в жизнь, богатырь начал искать подходящих девушек по всей округе. Из-за этого Алмамбет, дважды приходивший к нему, не смог застать Мамаса. Вот это да, удивился китаец. Куда уехал богатырь? Я 2 раза приходил, но не застал его в доме отца Жака или каком-либо другом месте. Где мне теперь его искать? Ненадолго задумавшись, Алмамбет решил пойти к женам Манаса. Надо спросить о богатыре его старшей жены Карабург. Возможно, Манас находится у нее, подумал китаец, пошел к ней. Получив разрешение, он пошел к ней домой. Куда уехал богатырь Манас? Спросил он. Не знаю, грубо ответила Карабург. Наверное, твой господин находится у своей королевы. А кто королева? Не понял ее сарказм Алмамбет. Видимо, он лежит в доме своей ненаглядной. А кто у него ненаглядная? Еще больше удивился китаец. Этот же что, дурак? В свою очередь удивился король. Как может он не знать, кто ненаглядный Манас? Пристально взглянув на гостя и заметив его смущение, Карабург криво усмехнулся. Понятно, догадалась она. Из-за того, что Алмамбет только что приехал к нам, видимо, не знает, у кого какое прозвище. Придется объяснить ему, кто есть кто. Тогда Алмамбет наверняка не будет задавать больше таких глупых вопросов. Эй, разве ты не видел еще жену Манаса? Громко расхохоталась Карабург. Я королевой называю дочь хана Шорока, взбалмошную бесстыдницу Акилай, бессовестную безбожницу. Удивляюсь тому, кто называет ее красавицей. Наверняка Манас находится у нее.
Разгневанная Карабыр, она говорила еще кучу таких слов и крайне расстроила Алмамбета. Ее ответ неприятно поразил его. Из-за ревности старшая жена Манаса наговорила мне достаточно колких слов. Сердито подумал он. Я слышал, что она в юности совершила немало подвигов, но храбрость и отвага не к лицу для женщин. Женщина есть женщина, и стоит достойно вести себя. Кажется, Карабор в отцовском доме привыкла говорить, что ей вздумается. Она выросла дерзкой, воспитанной девушкой. Крайне недовольный ее ответом, Алмамбет покачал головой. Затем он отправился в дом Акылай, расположенный на другом конце Аила. Доехав до ее дома, Алмамбет не стал слезать с коня. «В этом доме есть кто-нибудь?» – громко спросил он. «Кто этот человек, что кликает меня на коне? Кто ты?» – недовольно спросил проходивший дом Акылай, даже не сдвинувшись с места. «Я Алмамбет, богатырь Манас здесь? Или вы знаете, куда он поехал?» «Этот читает что? Издевается надо мной?» – разозленно подумал Акылай, поправляя волосы. «Почему он ищет Манаса у меня? Ведь всем известно, что богатырь совсем не приходит ко мне, постоянно находится у Байбиче, старшей жены Карабыр. Как может Алмамбет об этом не знать?» Зло выбежав на улицу, она сердито посмотрела на гостя. Увидев смиренный вид китайца, Акылай умерила свой гнев и взяла себя в руки. Алмамбет только что присоединился к нам. Наверное, не знает об этом обстоятельстве, насмешливо подумала она. «Ладно, расскажу ему всю правду. Пусть он в следующий раз не приходит ко мне и не ищет здесь Манаса». Показывая свою невоспитанность, разгневанная младшая жена О не стала говорить нормальным языком, а стала насмехаться над Алмамбетом. «Наверное, мой богатый не в состоянии вырваться из дома Байбиче. Наверняка находится у нее», – насмешливо произнесла она. «Манасу очень тяжело отказаться от Карабыр и поехать куда-то без ее спроса. Богатырь, который раньше часто приходил ко мне, в этом году совсем перестал наведываться сюда». Пристально взглянув на покрасневшее лицо Акылая, Алмамбет еще больше покачал головой. Хотя у Манаса две жены, оказывается, он сейчас ходит холостым. Он абсолютно не переваривает их, сделал для себя вывод китаец. Постановая, как раненый тигр, Алмамбет возвратился к Жаку. После того, как слуги взяли у него коня, он зашел домой. Не успел Алмамбет присесть, как вернулся Манас. «Сынок, куда ты ездил?» – спросил у него Жак. «Отец!» – устало ответил Манас. «Я искал невесту для Алмамбета. Как он может ходить в бабулем? Я решил выбрать для него знатную, хорошую девушку из казахов или кыргызов. Поэтому взял своих витязей и в течение 8 дней объездил все окрестности Самарканда, ни на мгновение не отдыхая». Услышав это, Алмамбет скривился и посмеялся про себя. «Вот человек», — ласково подумал, и беспокоился о том, где Манас шляется, а он, оказывается, искал для меня жену. Заметив его усмешку, Манас с улыбкой посмотрел на китайца. «Чему ты радуешься, Алмамбет?» – спросил богатырь. «Тебе стоит поначалу
подумать, прежде чем что-то делать. Я что, всего лишь путник, как я заметил. Ты тоже ходишь холостяком, хотя имеешь 2 жены. Услышав слова Алмамбета, монах смертельно побледнел. Что этот китаец говорит? Разгневался богатырь. Кто он такой, чтобы издеваться надо мной? Какое ему дело до моих жен? Раз он гость, почему ему не знать свое место? Взглянув на Алмамбета, увидев в его глазах сочувствие и доброту, монах невольно покраснел. Что это со мной? Смущенно подумал богатырь. Почему я говорю, что Алмамбет чужак, гость? Ведь он мой брат. Алмамбет вместе со мной отведал молока моей матери, стал мне молочным братом. И сам объявил об этом народу, что меня теперь 2 от матери и 4 от отца. Тогда почему я так плохо думаю об Алмамбете? Увидев, как китаец с улыбкой смотрит на него, богатырь еще больше смутился. Нет, подумал монах, судя по всему, Алмамбет действительно болеет за меня всей душой. Видимо, в моем отсутствии, поговорив с моими женами, будучи умным человеком, он сразу понял их пустую натуру. А теперь таким образом выражает свое сочувствие. И стоит не злиться, поддержать его. После этого станет ясно, с какой целью Алмамбет сказал эти слова. И если он действительно жалеет меня, одно дело. Но если Алмамбет насмехался надо мной, ему не сдобровать. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.